Блочный стереофонический комплекс. Как много различных эмоций дарило нам это волшебное словосочетание в далеких 70-х-90-х годах прошлого столетия. И хоть зачастую элементы данных комплексов и не превосходили по своим характеристикам отдельно выпускаемые устройства, но все же было в них что-то свое, то, что выделяло их на фоне обычных магнитофонов, проигрывателей и усилителей. И именно этим замечательным устройством стереокомплексом и посвящен сегодняшний выпуск. Романтика 108 стерео выпускался с 1974 года Харьковским заводом имени Шевченко. Комплекс представлял из себя совокупность 5 блоков: 4-дорожечной магнитофона приставки Романтика 202S, усилителя звуковой частоты, электропроигрывающего устройства и 2 акустических систем 10 МС1М. Номинальная выходная мощность на акустические системы комплекса составляла 6 Вт на каждый канал, максимальная 25. Диапазон рабочих частот от 40 до 16 тысяч Гц. Стереофонический комплекс высшего класса «Маяк Супер» был разработан и изготовлен конструкторским бюро Киевского завода «Маяк» в 1978 году и состоял из катушечного магнитофона приставки с автореверсом, созданного на базе модели «Маяк 001 стерео», 12-полосного графического эквалайзера, предварительного усилителя и усилителя мощности. К сожалению, собственными акустическими системами стереокомплекс не комплектовался. Романтика 001 стерео выпускался с 1979 года Харьковским заводом имени Шевченко и состоял из тюнера-усилителя, магнитофона приставки, электропроигрывающего устройства высшего класса, пульта дистанционного управления, а также 2 собственных акустических систем. Диапазон воспроизводимых частот комплекса составлял от 20 до 31,5 тысяч Гц, номинальная выходная мощность 25 Вт на каждый канал, а потребляемая целых 330. Цена комплекса на момент выпуска 3500 рублей. Феникс 005 стерео выпускался с начала 1981 года Львовским производственным объединением имени 50-летия Октября. Стереокомплекс состоял из электропроигрывателя, тюнера, кассетного магнитофона приставки, предварительного усилителя, эквалайзера, усилителя мощности и 2 акустических систем 35 АС-212. Диапазон воспроизводимых частот составлял от 20 до 20 тысяч Гц. Номинальная выходная мощность при сопротивлении нагрузки в 4 Ома 100 Вт на каждый канал, а стоимость на момент выхода 3400 рублей. Радиотехника 101 стерео выпускался с 1983 года Рижским производственным объединением радиотехника. Комплекс состоял из тюнера радиотехника Т101 стерео, электропроигрывателя радиотехника ЭП101 стерео, кассетного магнитофона приставки второй группы сложности радиотехника М201 стерео, полного усилителя звуковой частоты категории Hi-Fi радиотехника У101 стерео и 2 собственных акустических систем. Несмотря на то, что все вышеперечисленные компоненты изначально были созданы для работы в комплексе, зачастую можно было встретить их в розничной сети в качестве отдельно продаваемых устройств. Электроника Т1-003 стерео выпускался с 1983 года Горьковским заводом «Орбита». Стереокомплекс состоял из стереофонического тюнера, многоканального эквалайзера, усилителя, магнитофонной кассетной приставки, проигрывателя высшего класса, 2 собственных акустических систем и даже встроенных в тюнер электронных часов. Номинальная выходная мощность усилителя составляла 20 Вт на каждый канал, а рабочий частотный диапазон от 20 до 20 тысяч Гц. Эстония 010 стерео выпускался таллинским заводом Punane-Red с 1983 года и изначально состоял из электропроигрывателя Estonia 010S, магнитофона приставки Estonia 110S, предварительного усилителя Estonia UP101S, усилителя мощности Estonia UM010S, тюнера Estonia 010S, а также собственных акустических систем. На протяжении всего периода выпуска комплекс постоянно дополнялся новыми элементами. Таким образом, со временем в состав комплекса вошел проигрыватель компакт-дисков Estonia LP010S, а позже и игровой блок Estonia BV010S и даже блок светодинамической установки Estonia US010S.
То же самое касалось и акустических систем. Изначально применяемые активные акустические системы 25AS311 позднее были заменены на 35AS213, а еще позднее на обычные пассивные AS35AS021. Arctur 005 стерео был разработан и выпущен Бердским радиозаводом в 1984 году. Комплекс состоял из проигрывателя высшего класса Arctur EP005 стерео, магнитофона приставки высшего класса Arctur MP005 стерео, а также усилительно-коммутационного устройства Arctur UKU105 стерео с номинальной выходной мощностью 25 Вт на каждый канал. Oda 101 стерео. Выпускался с 1984 года Муромским заводом РИП и состоял из тюнера, магнитофона, предварительного усилителя, усилителя мощности, а также электропроигрывателя Orfей 101S и двух собственных акустических систем. Примечательным был тот факт, что в розничную продажу данный стереокомплекс уходил в двух вариантах комплектации, как с электропроигрывателем, так и без него. Цена комплекса с электропроигрывателем составляла 1240 рублей, без электропроигрывателя 932. Романтика 120-1С. Выпускался с 1986 года Харьковским заводом имени Шевченко. Комплекс состоял из магниторадиолы, включающей в себя тюнер, магнитофонную панель и усилитель звуковой частоты, а также электропроигрывателя Aria EP102S и двух выносных трехполосных акустических систем 25AS121. Номинальная выходная мощность комплекса составляла 10 Вт на каждый канал. Диапазон воспроизводимых частот от 40 до 18 тысяч Гц. Орбита 002 стерео. Выпускался с 1985 года Запорожским производственным объединением «Радиоприбор». В состав комплекса входил тюнер, кассетный магнитофон-приставка, предварительный усилитель, эквалайзер и усилитель мощности. Номинальная выходная мощность усилителя комплекса составляла 50 Вт на каждый канал, диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20 тысяч Гц, а розничная цена комплекса в целом около 3000 рублей. Хотя в розничной продаже нередко встречались и отдельные элементы, так как каждый из них имел свой собственный блок питания и мог работать самостоятельно. Электроника 060 стерео. Был подготовлен к выпуску с 1986 года Московским научно-производственным объединением «Торий». Однако по неизвестным причинам комплекс производства так и не пошел, а производственное объединение выпустило в серию лишь два элемента вышеупомянутого комплекса, а именно электропроигрыватель электроника 060S и акустические системы электроника 100AS 060, которые продавались в рознице как отдельные устройства, не привязанные друг к другу. Oda 102 стерео. Выпускался с 1986 года Муромским заводом РИП и состоял из тюнера Oda 102S, кассетного магнитофона приставки Oda 302S, усилителя мощности Oda UM102S, предварительного усилителя Oda UP102S и двух акустических систем 15AS213. Номинальная выходная мощность стереокомплекса составляла 10 Вт на каждый канал, максимальная достигала 25. Рабочий частотный диапазон усилителя составлял от 20 до 20 тысяч Гц. Радиотехника КС-111 стерео. Выпускался с 1988 года Рижским радиозаводом имени Попова. Комплекс представлял собой более современную модификацию выпускаемого ранее комплекса радиотехника КС-101 стерео и состоял из электропроигрывателя EP102, тюнера радиотехника T7-111, магнитофона приставки радиотехника MP7-210 и усилителя радиотехника U7-111. Помимо вышеперечисленных компонентов, в состав комплекса также входили акустические системы собственного производства радиотехника S30B паспортной мощностью 30 Вт и с диапазоном воспроизводимых частот от 50 до 20 тысяч Гц. И завершает наш сегодняшний выпуск, как и выпуск советских стереокомплексов,
выпущенный в 1991 году Бердским радиозаводом стереофонический комплекс Vega 122S, включающий в себя электропроигрыватель Vega EP122S, проигрыватель компакт-дисков Vega PKD 122S, двухкассетный магнитофон-приставку Vega MP122S, а также усилитель Vega 25U122S и две акустические системы Vega 50AS106. И несмотря на то, что Бердский радиозавод пытался разрабатывать и следующее поколение стереокомплексов в лице Vega 124 и даже Vega 126S, именно 122 стал последним серийно выпускаемым стереокомплексом в рамках советской аудиоиндустрии. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что сегодняшний выпуск был для вас интересен и хоть немного полезен. Если это действительно так, то с вас, как всегда, лайк, подписка и приятный комментарий. Ну а с нас много всего интересного. Хороших вам дней!